Смотрите, чё. Я его в концепт-артах видел. Ха! Чё это было? О! Это еще что? Более... Ау! Ой! Почему? За что? Дамы и господа, приветствую, с вами Сэр Холмс, это Morrowind Tamriel Rebuild. Этот эпизод я записываю уже обновившись до нового релиза Tamriel Rebuild, собственно. С чем нас всех поздравляю. Я знаю, что многие из вас уже опробовали, прошли, наверное, уже все квесты, какие там добавились, посетили уже все территории новые, да? Вот, теперь и мой черед пришел. Я довольно замороченно отнесся к обновлению, так как вы знаете, что сборка модов у меня старая. Еще в 2017 году собрана на оригинальном ванильном движке. На основе MGSO, который тоже морально устарел еще на тот момент, когда я его собирал. И чтобы старый сейф работал, надо проделать некоторые действия в RaiMesh. Вот, вы наверняка все на OpenMV, но если кто-то сталкивался вот с подобной замороченной обновой, как у меня, типа добавить там через мод-менеджер моды сначала новые, там отвязать зависимости от старых, привязать зависимости к новым. У меня такое ощущение, что эти ребята должны были предоставлять какие-то транспортные услуги на этих плейнстрайдерах, чтобы можно было тут на недалекие расстояния путешествовать. Что, видимо, нет. Да, в общем, буду рад, если поделитесь своими опытами обновления. Вот у меня это было заморочено, да, там сохранение, очистить, ремонтировать от старых модов, чтобы оно хоть как-то работало. В итоге игра у меня теперь запускается с ошибками, но они скорее о хороших вещах сообщают, что там жареное мясо крысы не может быть найдено в Арнаде, которую, знаете, там в некоторых домах на блюдах, типа как омар, да, вареный такой целиковый. Это логично, что там его и не должно быть. Ничего нового этот фермер мне не говорит. Да, вообще надо закусить. Я чувствую, что давненько ничего в желудке там у меня не валялось. Сейчас я двигаюсь на Firewatch. Не знаю, насколько скоро до него доберусь, но постараюсь, наверное, не затягивать. Нет, еще через Раньон Рун надо идти в Firewatch, что ли? Firewatch через перевал Раньон, да. Нет, подожди, туда тоже Firewatch. В общем, заблудился. Скампы что-то ходят тут. Доэдров встречать я стал, вот, знаете, таких бродячих, не привязанных к местам их святилищ и прочего. Что странно. Вот. Или, может быть, так и должно быть, как у вас тоже, может, попадались. Скамп еще, ладно, на дороге попался, но вот в окрестностях Firewatch'ов и Хилнимов бродят всякие вообще соблазнительницы. Раньше, кстати, их не видел даже. Вот, и колечко левитации у меня сломалось. Игра крашится при попытке его применить. Ну, повод сделать новое, наконец-то. Да, я тут собрал всю коммунику в окрестностях. Доволен теперь. Зелье и восстановление магии теперь можно наварить просто по горло себе. Какие интересные места. Побережье. Вон маяк, кстати. Здравствуй, добрый мер. Ты не мер, похоже. Приветствую, Холмс. Что привело тебя в Сунад-Мору? Я всего лишь пытаюсь прийти обратно в Телюаду.
Как думаешь, сможем ли мы путешествовать туда вместе? Довольно много бандитов тут в последнее время. И я, конечно, была бы счастлива, если бы ты мне помог, скажем так. Ну ладно, давай по-быстренькому. Пойдем в Телюаду. А расскажи о себе-то хоть немного. Торговец и наемник дома Тилвани. А, так мы с тобой это товарищи. Ладно. Пойдем по-быстренькому сейчас. Сопровожу и продолжу путь. Мне все-таки интересно прийти в Firewatch. О боже, это надолго. По дорогам, по обычным. Ну, забавно, что дорога ведет меня пока что в обратное направление, по сути. Но, видимо, тут такой изгиб будет. Ну, прямой дороги до Firewatch из Телюады точно нет. Вот здесь вот. Насколько я помню, по картам местности. Так. Давай, укрепим твою скорость. Вот. И еще из интересного по поводу обновы мне пришлось тут подзаморочиться еще с граунд-кавером, то есть с травой. Как мы все знаем, у нас обновилась территория близ Firewatch и Хелнима. И граунд-кавер-то не обновился, то есть он какой был там на момент 2019 года, последнее обновление, такой и остался. Вот, поэтому часть травы нужно будет выключать, когда я буду подходить туда. Вот, сейчас пока мы в местах, где ничего не поменялось, пусть трава остается, потому что с ней приятнее. Вот, а в городах как бы она и не сильно и критична. Вот, ну ладно, я пока что доведу нашу подругу до Телюады и включусь при первом удобном моменте. Ну вот мы в Телюаде, наконец-то. Спасибо за помощь, Холмс. Я оценила это. Кто знает, что бы со мной могло случиться, если бы ты мне не помог. Вот, возьми это золото. Думаю, что достаточно честно. Вот, и больше ничего особо не говорит. Ладно, гуляй. Да, я, кстати, был немного неправ, сказав, что ты не мер. Ну, орки, они тоже меры же, орсимеры. Вот, и таким образом я вернулся в Телюаду. Но, знаете, это повод, чтобы тут заночевать. Сейчас уже такое время достаточно поздное, а у меня тут как раз свое жилье. Особняк Медаан, это мой особняк теперь. Повод, значит, тут заночевать, и я думаю, напрямик лучше двинуться. Смотрите, даже тут все вместе у меня. Двинуться напрямик, короче. Так, 12, это у нас 12 есть. Угу. Так. Буханочку коловянского на обед. Давайте, чтоб сытнее еще флина. И в путь. Напрямик. Давайте, красиво. Вот, с помощью вот хождения по воде. Я знаю, что Firewatch где-то там. Я как-нибудь до него доберусь. Да и давненько у нас не было таких... Так, а у меня есть куда ловить этих ребят? Да, кстати. Есть всякие камушки. Надо попытаться себе кольцо левитации хоть какой-нибудь, знаете, временный вариант сделать. У меня есть заклинание левитации, в принципе, хотя... Так, вот тебя поймать бы. Ай, как тебя ловить? На какую кнопку у меня?
Вот, ну и заодно я тут стараюсь прокачать всякое. Средние доспехи, вот это все. Дробящее оружие. На этой маленькой живности, чтобы хоть какой-то толк был от них. Так, ну мне куда-то в ту сторону, я полагаю. Firewatch где-то за этими должен быть холмами. Вот, кстати, что тоже интересно, смогу ли я без той же левитации преодолеть эти горы все? Так, что у нас за дорога? Так. Не попал? Это может быть дорога между Балойрой. О. Вот это да. Чё-то. А слона в посудной лавке-то я и не заметил. Между Балойрой и Firewatch'ем как раз дорога может быть. Может, кто чего расскажет? Ну, если что, двинусь вот в ту сторону по этой дороге. Здравствуй, добрый мэр. Не верят в мои комплименты. Расскажешь о себе? Чего тут, как поживаешь-то? Делаю, что придется, да? Да, я понял от тебя. Какой-то ценной информации я не добьюсь, ладно. О, атлетика повысилась, с ума сойти. Это будет первый раз, когда я прокачаю атлетику до 100. До максимума, то есть. Здравствуйте. А что это мы тут? А, пилигрим. Пилигрим, хорошо. Слышно что-то в этих местах, может быть, глухих. Ладно, рад был пообщаться. Просто пилигрим. Забраться бы, может, куда-нибудь. Ага, слушайте. Вот эти места я узнаю, это Раньон Рун. Все-таки надо было идти в ту сторону. Но вот это точно дорога на Firewatch, только я шел не там. Вот, чтобы как-то это все поразнообразить, я думаю. Можно забраться повыше. О! Во-во-во-во-во. Вот, смотрите, что тут. Сразу интересней, да, стало? Ребята похожи на кочевников. Так, что мы видим? Там Кемелзе, Хелним. Где-то.
Вот здесь должен быть за этими холмами Firewatch. А, вон, смотрите его очертания. О, увидел. Отлично. Давайте, давайте, по одному. О, Кланфер. Причем странный какой-то. Да, вы встречались с подобным, что всякие даэдра ходят, бродят по плану Мундеса непрекаянно? Это странно, по-моему. Интересный лук, но не очень. Этих ребят, я думаю, проще отстрелить вот так. Ну, ладно, дам шанс. Вдруг у кого-нибудь... Нет. Никто здесь не страдает благоразумием. Щит нашел, да, где-то? Где-то тут неподалеку. Подожди, что это? Тяжелый хитиновый наплечник. Ничего себе. Впервые такое вижу. Тяжелая хитиновая броня, ну и ну. О, тут, наверное, у вас можно поживиться чем-нибудь. Вот такие ребята. У нас есть железные стрелы, но мы будем использовать стрелы из пробочника, потому что мы жесткие, да? О. Давай, рис. Яйца картокраба. Можно взять с собой в дорожку еще. О, вон, смотрите, атронахи пасутся на полянке. Странно это. Вот, у меня, как и говорил-то уже, сборка старая, сохранение мое прошло не одну пересборку. Вообще с нуля. Это не очень здорово. Не очень безопасно. Но уж как есть теперь. Так, тут у меня отмычка. О, золотишко. Ну вот, так лучше. Никакая трава больше в воздухе не летает. И... я надеюсь... какую-то пещерку видно. Я надеюсь, что... никаких таких неприятных штук мне не попадется. Ну что, ты тоже кочевник, да? Агрессивный. Ай. Да, перестрелки. А, ты еще жив? А это кто такой там? Смотрите, что. Я его в концепт-артах видел. Ха! Какой ты жуткий. С ним, наверное, лучше в ближний бой-то не вступать. Он еще и хиляется. И что это он на себя наколдовал?
Пожиратель. В своем блоге разработчики там Real Rebuild писали о том, что у Алчущего был вот подобный прототип. Но в итоге Алчущий стал тем, чем он стал. И это дало сейчас возможность мододелам сделать новый вид Деэдра. Но мне все еще странно, что они ходят прямо тут повсюду. Так, наверное, не должно быть. Но если у вас тоже ходят, да и если не ходят, в общем, пишите, как у вас. Тут всякой живности-то. Похож на контрабандиста. Плохой шлем-то. То, чего мне не хватало как раз. А я не могу это почему-то надеть на себя. А, потому что... Во, вот так вот. Этот поцелей будет. Больше древокской брони. У меня, по сути, только поножи остались. А, ну и... Наруча я не хочу, потому что перчатка мне увеличивает. Ну так-то ничего выглядит. Перчатка увеличивает ловкость. О, скатул. Давай закусим. В эти все пещеры пока у меня нет особого желания лезть. Вот он, Firewatch. Какие просторы. Вон еще Деэдра. Разнообразие-то ради помахать молотом, чё бы нет. Так. Вы же тоже, да, на меня нападете сейчас? Не знаю, насколько этот баф будет эффективным. Укрепляет атаку, я так и так во всех попадаю. Парастилусы у вас тут водятся, да, еще? Так, ладно, с этими я не буду церемониться. Надо, похоже, еще тут... О! Давай сюда, хлебушка.
Похимичить еще с музыкальным сопровождением. Потому что то, что я слышу сейчас, оно... Грузовые атронахи. Нормально. Что-то тут нездоровая ситуация с Даэдро вокруг имперских поселений. Вот, короче, пока не слышу я уникальных саундтреков к регионам Тамриэль ребилда. Посмотрим, как оно будет. Да. Ну, классика. Вот, я вообще, знаете, тут по квесту о спасении шпиона спешу в Firewatch. Вот, но я не знаю, насколько этот квест актуален вообще. Учитывая, что Firewatch был перестроен. Ну, наверное, со стражником начать разговор вполне себе можно. Добро пожаловать в Firewatch. Знай, что Легион Пепельного Мотылька смотрит за тобой. Спасибо, понятно. Кстати, здорово сделали дверцу в воротах, а не то, что ворота целиком открывать приходится. Так, ну я пришел в цивилизацию. Чуть переоденемся. Как-то стража тут... Ты тоже такой же будешь неприветливый? Че, на нас кто-то нападает? Добро пожаловать в Firewatch, путник. У тебя дело в городе или ты пришел обучаться в колледже? В колледже? Колледж Firewatch — это большое здание в квартале Вайнд. Это институт, ну, наверное, можно сказать, высшего образования, проспонсированный это герцогиней, да, и имперской комиссией. Много людей из Запада прибыло в Firewatch, чтобы учить или учиться. Особенно с тех пор, как был открыт доступ в Варденфелл. Герцогиня? Расскажи о герцогине. Герцогиня Перуля Яндася правит Firewatch и регионе Телванис из форта Уголька. Форт Уголек. Она сиродилец, хотя... вот, наверное, коренной сиродилец, что-то вроде этого имеется в виду. Но она уже довольно давно в Моровинде, чтобы осознавать и понимать, как тут все работает. А что за форт Уголек? Это укрепленный дворец нашей герцогини. И герцогиня и ее семья не покидают, не часто покидают. Ну, в общем-то, ожидаемая участь имперцев в Моровинде. А что вообще расскажешь про Firewatch? Это имперская столица региона Телванис. Вот тилванцам-то как это нравится, а? И
Здесь у нас заседает графиня. Герцогиня, то есть. Граф это конт или кантес. Граф и графиня. Duke и Duchess это герцог и герцогиня, да. Ах, да, в принципе, расскажи, что тут у вас. Firewatch разделен на 4 района. Форт Уголек, Маяк Дрейклайт, Форт Пепельной Бабочки и Доковый комплекс, который составляет старую крепость. Квартал Уриэля — это бедный район в южной части города. За ним расположен рыночный квартал, который тянется с юго-восточных ворот до северных ворот, северо-восточных. И, наконец, район Вайнд. Это самая новая часть города. Она находится на холмах в северной части города. Как все интересно-то. Что за старая крепость? Это место происхождения Firewatch. Она построена еще Симахом в самом начале Третьей эры. Симах — это... Кто у нас? Это папа Борензи. Угу. Форт Уголек, Маёк Дрейклайт, Форт Пепельной Бабочки, база флота расположены в этой части города. Так, у нас тут есть канцелярия переписи всего вот этого вот. И еще есть офисы Восточной имперской компании. В общем, если спросить о ком-то конкретном, тут просто перечисляются лица, которые вот за все эти интересные места, типа колледжа, там, старой крепости перечисляются, в общем-то. Я думаю, мы с ними всеми познакомимся. Из интересного, маяк Дрейклайт у нас назван... Нет, не назван, а построен Урелем Пятым во время приготовлений вторжения в Акавир, вот оно что. И с тех пор является символом Firewatch. Это вот самая вот эта вот высокая башня, которая и есть маяк. Ну и там заседает у нас рыцарский орден Firewatch. Вот, квартал Вейнтон у нас такой богатый, там всякие... Тот же колледж, гильдия магов, особняки, магазины, там лучшие магазины находятся. Вот, а квартал Уриэля — это трущобы Firewatch на юге. И названы они тоже в честь пятого, вот, Уриэль пятый, который вторгался в Акавир тоже. Вот, он самая бедная часть, и там построены дома для ветеранов провалившегося вторжения на Акавир, войны в Акавире. Вот, ну то есть как... Если там кто-то еще эти события вспоминает, то императора, это, наверное, недобрым словом покрывают при этом. Видите, построены бараки для ветеранов провалившейся Акавирской войны. Как это? Что это значит? Они туда вернулись, там все какие-то израненные, калеки, просто доживать, помирать. Какие-то бараки их поселили. Короче, незавидная участь у этих ребят была. Что тут у нас еще? Гильдия бойцов, королевский кортик, таверна, гостиница, то есть у нас тут в рыночном районе. А я сейчас в каком нахожусь-то? Я уже запутался. Наверное, в рыночном и нахожусь. Вот это вот все похоже на рыночные ряды. Вот, из услуг, в принципе, все то же самое, что мы уже слышали. По слухам, некая Дерия в Ицине, похоже, беспокоится о неком Полиэтерии. Он подсел на какие-то нехорошие привычки, плохие, да? Так я слышал, говорит. И про местность
окружающую. Firewatch находится у подножья горы Сарунаби, вулкана на краю пустоши Дагон-Урул. Вот, кстати, Дагон-Урул — это недавно добавленный регион вот с этим релизом. Раньше тут что-то другое было. Просто, ну, какая-то Firewatch'евская область какая-то тут была. Условная. Сейчас тут Дагон-Урул. Регион Тилванис. За стенами города находятся такие, в общем-то, пустоши, и они населены монстрами, жестокими грабителями и Тилвани с пылью в башках. Если хочешь путешествовать, лучше на лодке. Вот есть какой-то еще остров, Долдинг, маленький барьерный, на северо-восток от доков, и негостеприимный полуостров Нидвейсра тянется на север, море призраков. Я про него читал уже в картах Малагриада или картах Тилваниса. Ну, в общем, знаю я этот полуостров, наслышан. Окей, спасибо. Гильдия магов, да, говорите? Я, наверное, сразу... О, кстати, картины продаются. Ха. Ничего себе, я посмотрю-ка поближе. Горшочки с разными красками. Ничего себе. Палитра. Здрасте, как у вас тут интересно. Ага, прошу прощения. Я... не имею дел с путниками. Никогда не могу получить с них плату. Ну, ты понимаешь. Ага, ты художница. Путешественники не возвращаются, да, чтобы платить твою работу. Ладно, может, себе расскажешь. Алхимик, говорит, да врешь ты, алхимик. Вижу я, какой ты алхимик. Ну, может, просто что расскажешь интересного тогда, раз... Нет? Можно спросить про гемофилию венценосных. Да-да-да, неприятная штука. Ладно, был рад пообщаться. Необычно. Вот, ну это мы все обойдем, а я действительно сейчас больше озабочен тем, чтобы найти гильдию магов. Это она? Вот это, да, у нас? А, вот гильдия магов. Ну, это, наверное, все одно здание. Господи, переход даже в башенку есть. Здорово. А это колледж, да, наверное? Красиво. Вот часовня. Ну, вот это вот самый богатый регион у них. Да-да-да-да-да, конечно. Тук-тук, свои. Коллеги, я к вам пришел. Мрачновато как-то вас. А как зовут ту, которую мне надо спасать? Это уже было давненько, да? Так. Это мастер Митрас. Это я да уж. Как будто вообще у меня пропал этот квест из... Вот, я помню, что вот запись в журнале, когда я тюкнул посланницу гильдии магов.
Потом она попросила меня... А, вот. Предупредить шпиона по имени Ванерис Тенерия. Что это было? О! Это еще что? Откуда? Это нормально? Скажите мне на милость. Это что это такое? Что ты хочешь? Я всего лишь подмастерье. У меня тут свои дела. Ну я даже не знаю, с чего начать. Это вот что это вот у меня за спиной? Как спросить? Как у вас тут вообще? В гильдии магов нормально все? Нормально. Ну, может, ты себе что расскажешь хоть? Ладно. Это кто у вас? Здрасте. Добро пожаловать, маг. У меня есть кое-какие для тебя поручения, если ищешь работу. Да подожди ты пока. Что, давай познакомимся хоть по-нормальному. Меня зовут Хелан Макрини. Наверное, так. Я тут заправляю ежедневными операциями и все такое. Тоже не хочешь мне ничего рассказать? Ладно. Ну... Прямо тогда спрошу, ты кто? Ты разговариваешь? Ну, я не буду с ним прикалываться. Он продолжает не обращать внимания. Я его подкалываю. Он продолжает не обращать внимания, но сужает свои глаза слегка. Так, подожди. Это я типа подшучиваю над ним, да? А вот если оскорбить его... Так, ладно. Я все-таки стал более... О, это еще что такое? Очень интересно. Более... Ау! Ой! Почему? За что? Я думал, это просто значок. Как-то тут не круто у вас. Неприветливо. Все вот это вот. Да, я тут обжегся об ваше. В общем, я стал благоразумнее, вот что я хотел сказать. У тебя тоже есть что мне предложить? А повысить можете? Нет, еще. А то меня ж понижали. Ну, расскажи о себе. Я Банвира Ауктория. Депутат? Непонятно. Короче, я заправляю отношениями с колледжем и администрацией герцогини. Депутат от гильдии, да? Что-то такое. Понятно. Ну, что-то я не вижу тут. Какие свечки? Так, окей. Вышел на улицу. Не вижу пока больше темных эльфов. А чё у вас так много деэдров всяких тут? Здрасте.
Привет, привет. А не обращай внимания на поведение этого демона. Если хочешь убраться из региона Тилванис, я твой мэр. А куда можно? Гильдию магов Хелнима и... Невалис. Ледолом. Крепость Ледолом, смотрите. Это на севере где-то совсем похоже. Где-то там, вот я помню, Балойру тоже перестроили. Имперские все поселения перенесли на остров севернее. Так, а с этим что можно поделать? Добро пожаловать в этот ничтожный клочок Мундуса. Я могу перенести тебя из одного места этого смертного плана в другое за парочку блестяшек. Вау, и как ты тут вообще оказался? Расскажи о себе. Тазларакис рыкает. Смертному интересен плененный демон? Как жалостливо с твоей стороны. В бесчисленные века моей жизни я захватывал города, убивал великих героев и смотрел за величайшими достижениями людей и эльфов и то, как они превращаются в пепел. Даже небольшое знание о том, что мне довелось пережить, сведет тебя с ума. Если бы тебе было даровано прожить 1000, хотя бы 100 твоих смертных веков, ты, возможно, начал бы понимать глубину моего сознания. Ну окей, ладно. Не хочешь рассказывать, не надо. Куда можешь меня отправить-то? Мои силы бесконечны, и я могу телепортировать тебя вообще куда пожелаешь. Но так как я пленен, я могу телепортировать тебя только в Старый Бенгард или Вивек. Ух ты. Серьезно? Из Старого Бенгарда можно путешествовать. Firewatch. Слушай, обратно-то, наверное, не получится из Firewatch. Из Старого Подожди, еще раз. А ты куда? Хелним. Ну, в принципе, наверное, из Хелнима можно в Акамору, да? Ну, всяко можно. Короче, ладно, окей, буду держать это в уме. Слушайте, а довольно обширная гильдия магов-то. Может, они уже схватили нашу шпионку, держат ее в заперти? Чей-то дневник. Что пишут? Дневник заполнен детальными заметками призыва и физической геометрии. Физической геометрии камней душ. Между страниц засунуты несколько листочков с другим почерком. Каждый подписан дадическим символом get. Как G, наверное, да? Тут какие-то тоже книжки уникальные, да? О, история Firewatch, вау. Ну, я тут просто ищу коллегу свою. Она может быть в беде, знаете ли. Кто-то просто слишком
Сильно провернул ключ и сломал замок. Считайте так. Так, а сюда-то я как-то могу залезть? Вот так? Хотя бы, не знаю. Нет? Не, похоже, я слишком широкий, чтобы тут перелезть. Так, ладно, ладно. Надо подумать еще, что тут. Может быть, действительно поработать на гильдию или... Ну, пока что давайте просто прогуляюсь тут. Это что у нас? Частный банк. Бририцы некой. А, да, это колледж. Я правильно угадал. И тут у нас портной. Тут у нас мебельщик, да? Какая классная архитектура. Ох. Такие балкончики, окошки. Ювелир тут находится. Так, тут я уже был. А вот это замок, да, похоже? Давайте сначала сюда. Так, это, наверное, трущобы, собственно. А вот это доки. Тут у нас тоже есть канализация, да? Окей, ожидаемо. Здравствуй. Я уверен, что у меня есть то, что тебе нужно, говорит. Я Рабан, торговец. Может, что слышно тут? Это я понял уже. Ладно, показывай. 300 монет и всякая всячина. Даже он сверло есть у него. Сковорода. Ладно, возьми, я не знаю, вот. Драгоценных камней. Мне от тебя ничего не надо. И... сразу встречается виселица у нас тут. Да, вот он маяк. Красивый. И форт, да? Да, форт Уголек. Именно он. Крепость, наверное, правильнее сказать. Ну, здорово. Тут все это выстроено. Ну, выглядит неприступно. А вот и трущобы. О, болотный брат, привет. Чё слышно тут у вас? Ничего, да? Ну, это ты, бывай. Да, друзья. Тут всякие вон торговцы. Зачарователь даже есть. Орк-зачарователь. Да, все нормально. Ну, трущоб не так уж тут и много. Гуар, кстати. Да, вообще довольно-таки городок. О, гильдия адвокатов. Ее представительство тоже тут есть, как и в старом Авенгарде. Оружейник. Гильдия бойцов. Ну, в общем, есть чем заняться. Городок такой аккуратный, вот что я хотел сказать. Компактный, аккуратный. А вот и пустоши. Да. Вот ладно, друзья, давайте лайки, подписки, пишите, что думаете. Может быть, о своих приключениях что-нибудь расскажете.
пока что так. Подумаю, чем тут заняться, или, может быть, ничем пока, вернуться к своим делам. Вот, ну и в следующей серии уже определюсь. А вам спасибо большое, что смотрели. Сэр Холмс, Tomb Raider Rebuild, Firewatch.